Всем привет! Недавно Чингук и Тэхён были замечены на очень важном событии – свадьбе своего лучшего друга Ким Джангука. Торжество было закрытым, присутствовали только самые близкие друзья, однако они решили прийти вместе. Это заставило многих заговорить об их близости, ведь это не первый раз, когда их видят поддерживающими друг друга в ситуациях, которые явно важны для них обоих. Хотя фотографий со свадьбы было опубликовано немного, различные корейские СМИ подтвердили, что Тэхён действительно был там, и они сделали это вместе. Эта новость привлекла внимание, потому что в последние месяцы они подали несколько признаков, указывающих на то, что их отношения – это больше, чем просто совпадение. Они ходили в спортзал вместе, их видели обедающими в частных заведениях, таких как Нобу, а Чингук даже упомянул в прямом эфире, что обычно гуляет с Тэхёном по утрам. Вдобавок ко всему, их присутствие вместе на таком частном мероприятии, как свадьба, похоже, подтверждает то, что многие уже видели. Важная деталь здесь заключается в том, что все произошло так просто, это не было запланированным появлением или вынужденным моментом. То, что они продемонстрировали, было естественно, они решили проводить время вместе как в повседневной жизни, так и во время важных праздников. И именно эта последовательность заставила людей увидеть Тэкука как отношения, которые крепли с каждым днем. То, что Ким Джангук пригласил их, не было сюрпризом, он знал их и понимал, что куда бы ни шел один, другой почти всегда следовал за ним. Близость больше не оставалась незамеченной, через небольшие моменты, такие как тихие ужины, спонтанные прямые трансляции или даже семейные мероприятия, они показывали, что им нравится быть вместе. И в конечном счете это было самое главное, для многих поклонников каждое появление Тэкука было напоминанием о крепкой связи между ними. И хотя они не выражали своих чувств прямо, то, как они сопровождали друг друга, говорило о многом. В конечном счете, слова больше не были нужны, когда повседневных жестов было достаточно, чтобы рассказать историю. Свадьба в данном случае была больше, чем просто событием, это послужило еще одним подтверждением того, что в самые важные моменты Чингук и Тэхён искали и выбирали друг друга. Это укрепляет мысль о том, что их отношения не ограничиваются совместной сценой или профессиональной деятельностью, они также занимают важное место в их личной жизни. Со временем то, что когда-то было просто слухом, стало реальностью. Это не случайная встреча, а повторяющаяся закономерность, совместные репетиции, частные ужины, естественная речь на трансляциях, посещение специальных мероприятий. Все это показывает, что их отношения постоянно развиваются. Свадьба Ким Джон Кук не только большой день для него, но и новая глава для Тэхёна. Это еще один пример того, как когда дело доходит до важных моментов, Чингук и Тэхён предпочитают переживать их вместе. И этот последовательный выбор, повторяющийся снова и снова, поддерживает надежду на то, что вскоре они сделают больший шаг. В последние дни ходят слухи о том, что Чингук и Тэхён собираются провести вечер в Ханном Доне. Несколько свидетелей утверждают, что видели их в Бэнко Ламперсант Комок, популярном пабе и ресторане в этом районе. Кто-то прокомментировал, что, выпивая там, они увидели их двоих за одним столом, по-видимому, все прошло гладко. Тэкук прибыл, сел и, казалось, был готов поесть без каких-либо проблем. Это место известно своими свежими морепродуктами и классической атмосферой, что делает его привлекательным как для знаменитостей, так и для постоянных клиентов. Место быстро заполнилось, наводя многих на мысль, что Чингук и Тэхён, возможно, забронировали столик, чтобы занять его. Однако вскоре после того, как они сели, все изменилось, некоторые клиенты начали узнавать их, и постепенно к ним подходило все больше и больше людей. Идея спокойного вечера стала сложной, поэтому они в итоге ушли пораньше. Хотя они не могли долго оставаться, их намерение было ясным – разделить моменты вместе в разных местах. Подобные мероприятия стали обычным явлением в последние месяцы, мы видели, как они тренируются в тренажерном зале, обедают в эксклюзивных ресторанах, таких как Нобу, наслаждаются утренними прогулками или объединяются на частных праздниках, таких как свадьба их друга Ким Джангука. Пребывание в Ханном Доне пополняет список планов, показывающих, как сильно им нравится проводить время вместе, в данном случае бросается в глаза то, как они справляются с ситуацией.
Даже когда люди начинают сближаться, Чонгук и Тэхён сохраняют спокойствие, не теряя при этом неизменной близости, которую они всегда демонстрируют, находясь в одном пространстве. Они не делают ничего, чтобы привлечь к себе внимание, они просто наслаждаются ужином, как любая другая пара. Важно отметить, что хотя несколько свидетелей рассказали в социальных сетях о том, что видели их, никаких фотографий или видео не было опубликовано. Это хорошо, потому что показывает, что есть еще люди, которые предпочитают уважать их личную жизнь. Чонгук и Тэхён заслуживают того, чтобы проводить время наедине, не чувствуя, что за каждым их шагом следят. Если однажды они решат поделиться этим опытом, то это будет их собственный выбор, а не потому, что кто-то это раскрыл. Помимо подробностей, очевидно, что Тэхён продолжает создавать совместные воспоминания. Это могут быть ужины в укромных ресторанах, ночные прогулки или даже простые свидания. Важно то, что они ищут друг друга и сопровождают друг друга в разных сферах повседневной жизни. Каждая из этих сцен в конечном итоге показывает, что им нравится быть вместе. Короче говоря, поездка в Бангул и Камак – еще один пример того, как Чонгук и Тэхён продолжают находить время для общения, даже если им иногда приходится менять планы из-за всеобщего внимания. Хотя этот ужин был коротким, одного того факта, что они решили провести вечер вместе, достаточно, чтобы понять, как много значит для них это время вместе. И самое главное, те, кто следит за ними, умеют ценить эти моменты и надеются, что когда им захочется, они сами разделят их. Говоря о Тэхёне и Чонгуке, недостаточно просто упомянуть, что они коллеги по группе или делят сцену. Самое поразительное – это то, как они взаимодействуют друг с другом ежедневно. Дело не только в словах или в том, что они говорят в интервью, дело в том, как они общаются, не говоря ни слова. Есть моменты, которые явно демонстрируют эту связь, например, когда они вместе, их часто можно увидеть держащимися за руки, массирующими плечи друг друга или молча смотрящими друг на друга, как будто один этот взгляд успокаивает их. Это простые жесты, но они несут в себе глубокий смысл. И что самое поразительное, эти жесты не повторяются одинаково с другими участниками, это, кажется, уникально для Тэхёна. Это происходит не только перед камерой или в эфире, это также заметно в личных ситуациях, которые со временем попадают на видео или в кадры подготовки к концерту. На этих кадрах можно увидеть, как один из них заряжает другого энергией, как они разговаривают друг с другом тихими голосами, или как они пытаются успокоить друг друга, готовясь к выходу на сцену. Это постоянное взаимодействие повторяется в разных контекстах, и каждый раз это усиливает мысль о том, что между Чонгуком и Тэхёном есть что-то уникальное. Ярким примером этого является недавняя встреча в ресторане, где несколько человек утверждали, что видели их. Сначала они просто сидели и наслаждались этим местом, но со временем все больше и больше людей стали узнавать их и подходить к ним, из-за чего Тэхён ушел раньше, чем ожидалось. Однако интересно то, как они отреагировали, спокойно, сохраняя ту же близость, которую демонстрировали и раньше. Их поведение не изменилось, никто не пытался преувеличивать. Они продолжали вести себя как обычно, разделяя пространство, которое они выбрали для совместного времяпрепровождения. Подобные сцены были не единичными, видео и отзывы часто подтверждали одно и то же: у Тэхёна и Чонгука был особый способ общения друг с другом. На многих записях было заметно, что они почти автоматически реагировали на движения друг друга. Если один приближался, другой следовал за ним. Если один касался, другой отвечал без особых раздумий. Эта естественность создавала впечатление, будто они находились в своем собственном мире, где им не нужно было много говорить, потому что они уже знали, что другой хочет сказать. В ряде случаев, даже во время интервью или за кулисами, эта синхронность была очевидна, пока другие были сосредоточены на других вещах, они находили способ поддерживать минимальный, но постоянный контакт. Иногда это прикосновение к руке, иногда более долгий, чем обычно, взгляд или жест поддержки, когда другой в этом нуждается. Именно эти детали, какими бы незначительными они ни были, больше всего привлекают внимание тех, кто внимательно за ними наблюдает. Именно это и вызывает такой интерес к Тэкуку, независимо от того, находятся ли они в окружении камер, зрителей или даже в более интимной обстановке, связь между ними всегда остается неизменной.
И хотя прямого объяснения этому нет, фактов достаточно, чтобы понять, что у них очень близкие отношения.